Причина упадка сил. Почему у тебя сейчас ощущение, что нет сил ни на что? Причина упадка сил. Амбиции. Есть цель, есть амбиции. Что-то хотела добиться, что-то уже спланировала. И что? И что произошло? А цель, да, моя хорошая, цель, которую ты поставила, труднодостижимая. И она, я бы даже сказала, рисковая. И вот ты опасаешься, ты переживаешь, получится, не получится, стоит, не стоит, смогу, не смогу. Что тебе может помочь? Преданность своей цели, великодушие, мудрость, честность, искренность самой с собой, искренность с людьми. Не нужно воевать за свою цель. Не нужно быть, как это сказать, здесь не нужно воевать, здесь нужно договариваться. Здесь нужно договариваться. Ты сейчас с ощущением, что у тебя забирает силы. У тебя сейчас ощущение, что все против тебя. Все против тебя. Никто не хочет мне помочь. Никто меня не понимает. Ты сознательно выбрала такой сейчас момент удалиться от людей, отвернуться от них. Раз вы меня не понимаете, я от вас отворачиваюсь. Сидишь, грустишь, закрываешься в себе, не можешь с кем-то поделиться, а люди, может быть, уже и давно, как говорится, успокоились и приняли, что, ну хорошо, если она хочет, то значит это для нее и правильно, и готовы тебя поддержать. А ты как-то отстранилась от всех, обиделась. В тебе сейчас уже все созрело. Все готово, все созрело, есть все возможности наладить какую-то ситуацию, решить какую-то проблему, которая тебя сейчас беспокоит, исцелить какую-то проблему, выстроить, может быть, какие-то конкретные, исправить какие-то взаимоотношения, может быть, закрыть какие-то взаимоотношения. Все созрело, все готово. Нужно только терпение, смирение и усердие. Ты хочешь добиться какой-то цели, но тобой пока правит гордыня. Возможно, ты хочешь, чтобы какой-то человек тебя полюбил, или лучше к тебе относился, или чтобы тебя там лучше приняли в коллективе, или чтобы оценил начальник, или там еще что-то, или чтобы больше платили. Но ты на людей обиделась, ты озлобилась, ты отстранилась. И вот как бы сквозь зубы. А сквозь зубы, да, потому что тебе больно, потому что тебе обидно. Почему? Потому что, возможно, попробовала что-то и натолкнулась на какое-то противодействие или препятствие. А твоя гордынюшка не может принять тот факт, что у тебя не получилось. Ты в данный момент можешь конкретно на человека быть обижена, в кого ты влюблена, а он тебя, ну так скажем, не оценил или не ценит. И вот ты вся внутри клокочешь и кипишь, да, как суп том-ям, острый суп том-ям, да, от которого потом пробирает до кишочков. Бурлишь, кипишь, и тебя рвет на части, рвет тебя на части. Здесь могут быть перепады настроения, здесь могут быть перепады эмоционального состояния. Перепады эмоционального состояния, потому что ты не можешь справиться со своим эго. Давай будем так говорить. Твою силу, твою энергию, вот ощущение бессилия забирает твое эго. Эгушка, обижена у нас эгушка. Наше эго. Что-то, по-твоему, не получилось, и очень сильно тебя это задело, и ты никак не можешь это как-то понять, принять, простить.
Возможно, кто-то не оценил твой потенциал, кто-то твой творческий импульс не оценил. Возможно, ты хотела установить какие-то правила во взаимоотношениях. Может быть, там, я не знаю, на работе тебе сказали, что ты слишком много на себя берешь. А тебе хотелось, в тебе энергия, в тебе огонь, да, в тебе импульс есть. А импульс твой не приняли, не оценили. Здесь ты пыталась что-то реализовать. Но люди не оценили, не приняли, может быть, осмеяли, может быть, хейтеры, допустим, ты в интернете начала постить какие-то видео, да, и появились хейтеры, тебя не оценили, или мало просмотров, или какой-то человек, которому ты призналась в любви, тебя не оценил. В общем, ты здесь сделала какой-то прорыв, прям преодолела себя через, вот как будто, знаешь, прыгнула выше головы. Прям постаралась, поднатужилась и прыгнула выше головы. И как будто бы не приняли, не поняли, отвергли. И тебя сейчас разъедает твоя обиженная гордынюшка, твое эгушка. А на самом деле потенциал для того, чтобы реализовать вот это задуманное тобой, у тебя есть. Но для этого требуется не горделивое обиженное лицо или не бросать вызов и воевать, да, а требуется для этого терпение, усердие, моя хорошая, планирование и наблюдение. Возможно, ты начала какое-то дело, какой-то проект. Оно не пошло. Очевидно, что тебе для этого чего-то не хватает. Каких-то знаний, каких-то навыков, каких-то обстоятельств. Даже сезонность влияет. Если ты, допустим, ну, например, решила там, я буду, ну что там делать, я не знаю, девочки, вот что угодно, да, но оказалось, оно не сезон для этого, ну нет сейчас на это спроса. Может, ты не сейчас попробовала, а вот уже какое-то время назад. Или с человеком попыталась, набралась решимости, набралась там сил, дай попробуй с ним выстроить коммуникацию. А у него в тот период в жизни был такой, прости меня, такая херабора, ему было абсолютно не до тебя, и он твой импульс не оценил. Не оценил, потому что было не время. Вот. Поэтому тебе, моя хорошая, стоит перестать тратить, сливать свою энергию на обиду, на ощущение неоправдавшихся надежд, на ощущение, может быть, ты сама себя ругаешь, вот, я думала, у меня получится, а у меня не получилось, значит, я там хуже, чем я думала. Нет, моя хорошая, просто в том деле, на которое у тебя была амбиция, то дело, которое было твоей целью, задача, решается другим способом. Решается не в одно действие. Ты, возможно, совершила какое-то действие, а оно не пошло. Нужно еще какое-то действие, раскрыть скобки, вынести знак за скобку, еще что-то сделать, еще что-то сделать. Наблюдение, планирование, терпение и усердие. Какой может быть результат? Какой может быть результат? Вот выбирай сама. Либо у тебя, допустим, не получается, и ты начинаешь ненавидеть, там, воюешь, я возненавидела, да чтобы я, да больше никогда, да они у меня все, да там они, всех я их, да, видела я их там в одном месте, не будем говорить в каком, да. Либо второй вариант, да, мудрость и понимание, что любой опыт идет нам на пользу. Здесь вот этот человек, а возможно, девочки, здесь кому-то послание, еще, может быть, тебе поучиться надо. Нужен наставник, нужен учитель, да? Или нужно просто учиться, нужно еще что-то понять, что-то узнать, что-то осознать. У тебя либо белое и черное, вот у меня либо все идеально получилось, либо все горено, все синим пламенем, либо я признаю и принимаю, что да, возможно, эта моя попытка была неудачная, но на то были свои причины, на то были свои обстоятельства. У других людей может быть другое видение, люди есть разные, обстоятельства есть разные. Возможно, я что-то тут не доработала, возможно, сейчас не время, возможно, это вообще пока, ну, не мое, да? То есть выбирай сама, два старших аркана. Либо ты мудрая, спокойная,
благодарная жизненному опыту, либо ты как бы сжигаешь за собой мосты. Пошли все, да, все раскурочило, разнесло, ну и не доставайся ты никому или еще что-то там такое. Выбирать тебе. Может быть и так выбирать тебе. Если у тебя внутренний запрос, смогу ли я добиться безопасности и стабильности. Ну, например, у кого-то из вас, девочки, вопрос, смогу ли я ни от кого не зависеть в материальном плане, потому что до этого, допустим, зависимость от кого-то в материальном плане обходилась мне боком. Ответ да. Ответ да. Но это тоже будет зависеть от твоего выбора. Каким путем идти, какой путь выбрать. Видишь, у тебя такие есть воинствующие энергии, гордость. Я бы даже сказала гордынюшка, да. Гордынюшка здесь, амбиции. Амбиции рулят. Амбиции – это эго. Это наше эго. Вот в этой колоде карта туз мечей следует понимать как эго. Вот, твое эго, моя хорошая, забирает у тебя много энергии. Это знаешь, как человек, который... Ну, вот представь просто, давай на картиночках тебе, на примерах. Если кому-то все уже понятно, то всех вам благ, всего доброго, до новых встреч. Пишите за личными раскладами, ставьте лайки, подписывайтесь, да, пишите комментарии, помогайте продвигать мой канал. Я вам за это безумно буду благодарна. Так же, как, надеюсь, благодарны вы мне за мою работу, за мой труд. Вот, те, кто хотят еще послушать, я закончу мысль на примерах, что такое вот эта твоя позиция, которая у тебя сейчас забирает силы и энергию. Например, в классе, да, в классе ситуация. Какой-то мальчик, допустим, у него замашки лидера. Ему очень хочется реализоваться как лидеру, например, да, например, ему очень хочется реализоваться как лидеру. И он старается привлечь внимание всего класса на себя, да, какие-то высказывания делает, какие-то поступки, да, там, старается говорить громче, говорить что-то интересное или провоцирует внимание на себя. Как позитивное может провоцировать внимание, так и негативное, разное, да. И вот вроде бы он привлек к себе какое-то внимание. А потом раз, оказывается, что у мальчика, там, у другого из класса в запасе там миллион наисмешнейших анекдотов. И на переменке все ребята толпятся возле того мальчика, который рассказывает эти наисмешнейшие анекдоты, а возле этого мальчика пара человек только стоит, да. И у этого разбитое сердце, разрушенные амбиции, он хотел быть лидером, он хотел привлечь к себе внимание, но у него не получилось, потому что у кого-то другого что-то получается лучше. Два варианта есть. Либо этот мальчик сидит, расстраивается, обижается, переживает. Он и домой приходит расстроенный, и в школе ему некомфортно, потому что он расстраивается, что его отвергли как лидера, да? Его отвергли, допустим, как лидера. Не приняли, его недооценили. И вот он сам постепенно у него ухудшаются оценки, у него ухудшается самочувствие, у него нет настроения, потому что ему неприятно ходить в школу, вот, потому что он на всех обиделся, что они его не оценили. Ну и все, ну и ладно. И у него все сильнее портятся отношения с этими же самыми одноклассниками. Есть второй вариант. Если бы он воспринял это поражение не так болезненно, не через эго, а воспринял бы, допустим, с точки зрения конкуренции. У него есть чем удивить, у него есть что ребятам показать, у него есть чем привлечь внимание. Тогда я себе ставлю задачу, а я вот стану, допустим, научусь там, я не знаю, рисовать. Или, ну вот что вот он ему нравится, что он умеет. А я пойду займусь там, я не знаю, катанием на электрическом самокате и научусь кататься так, и буду там какие-нибудь там круги выписывать, да, всякие фигуры разные, попрошу там своего товарища заснять это на телефон, и потом ребятам принесу и покажу, и они обалдеют, они увидят, и тоже меня будут уважать. То есть вот я сейчас говорю, меня мурашит просто. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что это послание для кого-то должно быть услышанным, и очень сильно должно. И я уже вам это послание, видимо, давненько задолжала, потому что кто-то из вас сидит и не видит себя со стороны, что эго, гордынюшка, да, она тебя, во-первых, стопорит, она тебе не дает развиваться. Из-за чего? Из-за обиды.
А меня не ценят? Ну и чего тогда мне ради них стараться? А амбиции-то не удовлетворены? Хочется реализоваться, да? Поэтому мы выбираем, всегда сами выбираем путь. Это либо путь негатива, либо это путь созидания. Вот такой получился расклад, мои хорошие. Всех вас обнимаю. С вами была Алена. Пока-пока.